2. И снова здравствуйте! Этот ролик своеобразное продолжение и вторая часть к недавно вышедшему ролику Девон Ларат vs Денис Цыпленков. Ссылка будет в описании под роликом. В предыдущем ролике обсуждался 50-й армфайт Дениса с Ларатом на левую руку. А в данном ролике обозрение и размышления про армфайт Дениса Цыпленкова с Андреем Пушкарем на том же 50-м армфайте, но на правую руку, right hand. Гиганты армрестлинга Денис Цыпленков и Андрей Пушкарь удивляли нас неоднократно. Но какой армфайт предстоит нам увидеть в этот раз? И чем смогут нас удивить супер армфайтеры планеты? Все видели схватки Дениса Цыпленкова с Андреем Пушкарем неоднократно, но в большинстве случаев Денис был победителем этих заруб. Немаловажный фактор то, что когда Андрей боролся на любительских чемпионатах, то Денис Цыпленков выступал на профессиональных турнирах, супер и мега категориях. Кто-то может не понять, что имеется в виду, но это имеет значение. После того момента, когда Пушкарь полностью перешел в профессиональный армспорт, то Андрей стал намного сильнее. Сегодня Андрей Пушкарь – это уже совершенно другая мощь и энергия. Андрей Анатольевич Пушкарь родился 6 августа 1985 года, город Кременец, Украина. Андрей Анатольевич с 2005 года является востребованным тренером, наставник и эталонный пример человеческих возможностей для молодежи и начинающих спортсменов по армрестлингу. Также Андрей заслуженный мастер спорта Украины с 2006 года и многократный чемпион Украины, чемпион Европы и мира. Андрей решил стать спортсменом еще с детства, в 11 лет посмотрев фильм «Командо» с Арнольдом Шварценеггером, что в свою очередь мотивировало Андрея добиться желаемого и реализоваться в спорте. Также в прошлом Андрей участник и победитель соревнований по гиревому спорту и пауэрлифтингу. Андрей Пушкарь является 15-кратным чемпионом мира и 16-кратный чемпион Европы по армрестлингу. Также 7 раз выиграв Кубок мира среди профессионалов и являясь обладателем около 200 медалей с различных турниров со всего мира. Победитель чемпионатов мира в супертяжелом весе. Андрей Пушкарь Анатольевич – уважаемая личность во всем мире, благодаря своим достижениям, наградам и активным участием во всех мировых мероприятиях по армрестлингу, развивая этот вид спорта среди молодежи, являясь эталонным примером для всех начинающих спортсменов. Что ж, вернемся к обсуждению наших участников. Денис пару лет отсутствовал на мировой арене, но это не помешало побороть и занять место первенства у самого Майкла Тодда, именуемым монстром армы, на проходившем турнире относительно недавно в США. Многие не ожидали, что Денис заборет Майкла после долгого отсутствия в армии, но несмотря ни на что, Денис заборол Майкла. Вообще считается, что если спортсмен временно отложил армспорт, так ненадолго, то ему потребуется некоторое время на восстановление формы, чтобы входить в число топовых армфайтеров. Но Денис Цыпленков доказал обратное. А по мнению фанатов, Андрей Пушкарь сейчас в отличной форме и ранее тоже также успешно выигрывал Майкла Тодда на проходившем профессиональном турнире «Злотый тур», но бывало, что и проигрывал Майклу в далекие времена. Сегодня это совсем другой расклад, и мощь, которой обладает Андрей Пушкарь, заставляет задумываться любого рукоборца, являющимся оппонентом Пушкаря, еще именуемым по прозвищу Пушка. Сравнивая Цыпленкова и Пушкаря, обсуждая их предыдущие армфайты против Майкла Тодда и пытаясь как-то проанализировать исход армфайта, то, конечно же, таким образом не просто что-либо сравнивать и делать выводы на супер армфайт Пушкаря и Дениса. Вот, например, в схватке Андрей пытается утянуть Дениса боковым давлением, а в итоге у обоих вылетают кисти. Чаще всего Денис одерживал победу, но победа Дениса в большинстве случаев была исключительно благодаря силовому превосходству. Ведь это то, что мы обычно и видим. Андрей не пробует пойти в крюк против Дениса, потому как крюк Дениса намного сильнее Пушкаря. Да и вообще, Денис Цыпленков, используя физическое превосходство над оппонентами в силовой хватке, может создать такой момент и зацеп, из которого уже никто не выберется. У Дениса в схватке есть своеобразные коронки, которыми Денис словно удав, намертво схватив, утягивает в свою пользу, так что оппоненту остается только наблюдать, как его рука ложится на бок. По мнению экспертов, способ, который реально может помочь Андрею победить Дениса, то это контролируемая кисть и, соответственно, хорошее боковое давление.
А если Андрей попробует надавить вперед, то возможно его шансы вырастут. Многие считают, что Денис не сможет зацепить Пушкаря в крюк, даже при условии, что Андрей будет использовать боковое давление. Потому что как бы там ни было с физическим превосходством, но ведь и Андрей Пушкарь обладатель сильнейших хватов и заломов, причем имея хороший опыт среди профессионально топового направления. Большинство наблюдателей за армрестлингом считают эту зарубу весьма затяжной, потому как сила и мощь обоих спортсменов невероятна и умопомрачительно напоминающая мега взрывную волну при хватке сильнейших армфайтеров планеты. А в завершении мнение экспертов в том, что если Андрей Пушкарь победит в верхнем стиле и боковым давлением, то Денис может использовать неудобный для многих рукоборцев стиль, а именно опустившись ниже стола, как это было когда-то с Дэйвом Чаффи. И тогда в этом случае оба спортсмена мгновенно потеряют контроль над запястьем. Но секундочку, у Дениса при этом будет преимущество, учитывая его невероятные физические и тяговые способности, заработанные когда-то на чемпионатах по силовому экстриму. Конечно же, если Денис будет силен, как и прежде. И при всем при этом это будет крайне нелегко. А чтобы противостоять этому опасному движению от Дениса, то Пушкарю нужно будет бороться так же, как и было в борьбе против Майкла Тодда в последних раундах. Так, Андрей сможет умножить свои шансы выиграть Дениса с выбитой кистью. Даже если Денис использует неудобный маневр, опустившись ниже стола с разогнутой рукой. Майкл Тодд, к примеру, неоднократно проделал этот маневр с Денисом. Все это, конечно же, не запрещенные варианты ведения армбоя. Наблюдая и оценивая их предыдущие армсхватки, то Денис Тепленков является фаворитом. Но сегодня нынешняя форма Андрея Пушкаря реально отличается от того, что было в прошлом. А в настоящее время невероятная сила, мощь и взрывной настрой Пушкаря может изменить все представления о мега-зарубе Дениса Цыпленкова и Андрея Пушкаря. Но тем не менее оба участника все те же рукоборцы, и технические показатели и способности спортсменов в принципе глобально не изменились, насколько это наблюдается со стороны. Хотя возможно на наше внимание и обозрение армфайтеры готовят что-то новое, взрывное, чего мы явно не будем ожидать. А как все-таки пройдет этот мега долгожданный поединок сильнейших армфайтеров планеты, мы сможем увидеть довольно скоро, а точнее уже в середине ноября стартует невероятно мегамощный проект по версии профессионального армрестлинга Vendetta Arm Fight 50 на юбилейной Vendetta All Stars, где будут участвовать сильнейшие армфайтеры планеты, и это будет поистине глобальное мега-шоу. А на этом у меня, пожалуй, все. Оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Желаю вам больше побед в спорте и жизни. Да и кстати, если вас интересует прямой просмотр Vendetta онлайн, то уже сейчас можно поставить бронь. Для этого достаточно пройти по ссылке в описании под роликом. На открывшемся сайте нажать Register Now и заполнить форму регистрации. Далее на указанную вами почту придет письмо с подтверждением. Откройте ссылку с этого письма, вот и все, вы зарегистрированы. Далее осталось только приобрести просмотр. Жмите Pay Now. Далее, произведя оплату, вам останется только ждать, когда начнется Vendetta Online. И к моменту, когда начнется Vendetta Online, вам будет достаточно только зайти на сайт и наслаждаться просмотром. Ну а если у вас есть друзья, которые также хотят посмотреть Vendetta Online, то их можно пригласить как своих рефералов. Для этого достаточно через меню пройти в раздел Referral Plan и отправьте своему другу вот эту ссылку. А за каждого зарегистрировавшегося друга вы будете получать ARM-коины, которые можно тратить в магазине ARM-Bets и покупать различные эксклюзивные товары на тему ARM-спорта. А на этом все. Удачной вам регистрации!